Будьте внимательнее при выборе круга общения. То, что рядом с вами, становится вами. Мы редко осознаем, насколько сильно нас формирует окружение. Слова, сказанные невзначай. Идеи, подброшенные для размышления. Интонации, взгляды на жизнь. Люди рядом с нами — это не просто спутники наших дней. Это архитекторы нашего мышления, нашего внутреннего мира, а значит, и нашей судьбы. Мы становимся тем, с кем мы рядом. Постепенно, неосознанно, через сотни мелочей. Через разговоры, которые, кажется, ничего не значат. Через шутки, которые кажутся безобидными. Через мнения, которые проникают в голову и пускают там корни. Мы думаем, что у нас есть собственное мнение, но чаще всего оно просто отражение тех, кого мы слушаем чаще всего. Мысль – зерно, а круг общения – почва. Каждая мысль, зарождающаяся в нас, это зерно. И от того, в какую почву оно попадает, зависит, что из него вырастет. Если вы находитесь среди тех, кто смеется над мечтами, глушит стремления и обесценивает чувства, вы вскоре начнете чувствовать и думать так же, даже если сначала будете внутренне сопротивляться. Общение – это не просто передача слов, это передача энергии, состояний, веры, сомнений. Это постоянный обмен внутренним. Мы пропитываемся теми, с кем говорим. Нам кажется, что разговоры – это просто шум, просто слова. Но это ложь. Именно разговоры становятся кирпичами внутреннего мира. Именно разговоры определяют, о чем мы думаем, на что обращаем внимание, чего ждем от себя и от жизни. Окружение может сделать из нас личность, а может превратить в обломок, в вечно сомневающегося, в вечно ждущего, в человека, который не верит в себя, потому что рядом всегда кто-то, кто напоминал: «А зачем тебе это? У тебя не получится, ты слишком много хочешь». Бессмысленные разговоры убивают мечты. Есть тип общения, который незаметно, но стабильно разрушает. Это разговоры ни о чем. Они воруют у нас силу, убивают фокус. Мы тратим часы на пустые обсуждения чужих жизней, чужих проблем, чужих провалов. Мы растворяемся в болтовне, как в тумане, и не замечаем, как становимся все более рассеянными, апатичными, уставшими. Все, на чем держится внутренний стержень, внимание, мысль, цель, начинает рассыпаться. Постепенно, не сразу. Мы не замечаем этого процесса. Просто в какой-то момент перестаем хотеть большего, перестаем верить, перестаем делать, и в глубине остается тихая усталость от самой жизни. Это не депрессия, это не трагедия, это результат. Результат того, что слишком долго были рядом не те люди. Выбор окружения – это выбор будущего. Каждый человек рядом с вами – это либо якорь, либо крыло. Либо он помогает вам расти, либо незаметно держит на месте. И самое страшное, чаще всего это не со зла. Просто человек сам живет в своих страхах, и все, что он может, это делиться ими. Он не верит в себя и отучает верить вас. Он сам не решается и убеждает, что и вам не стоит. Ему самому больно, и он хочет, чтобы вам тоже было не слишком хорошо, чтобы рядом не было слишком ярко. Мы часто терпим такое окружение, потому что давно знакомы. Вроде неплохой человек, не хочется обидеть. И мы платим за это годами, промедлениями, самоотвержением, тоской. Потому что рядом нет ни поддержки, ни вдохновения, ни настоящего уважения. Будьте внимательнее. Не каждый, кто рядом, друг. И не каждый, кто улыбается, безопасен для вашей души. Многие люди даже не понимают, как они токсичны. Они просто живут так. А вы живете рядом. И если не сделаете выбор осознанно, жизнь сделает его за вас. И в какой-то момент вы проснетесь в жизни, которая вам не нравится, в теле, которое не радует, с мыслями, которые вам чужды, с мечтами, о которых давно забыли. Как понять, что пора менять окружение? Вот несколько признаков, что кто-то из вашего круга тормозит ваше развитие. После общения с ним вы чувствуете усталость, раздражение или апатию. Он обесценивает ваши идеи, мечты или достижения.
Он постоянно говорит о проблемах, но ничего не меняет. Он завидует, прикрывая это шутками. Он смеется над вашим стремлением к лучшему. Он говорит, что все так живут и ничего не изменить. Если вы замечаете такие сигналы, не игнорируйте. Это не случайности, это тревожные звоночки. И если вы останетесь рядом, вы станете таким же. Выбор всегда за вами. Не нужно громко ссориться, не нужно делать драмы, просто уходите. Тихо, но твердо. Отдаляйтесь, освобождайте пространство, потому что туда, где стало свободно, смогут прийти новые люди. Те, кто поддержит, кто поверит, кто будет рядом, и в росте, и в ошибках, и в победах. Вы имеете право выбирать, с кем вам по пути. И это не жестокость, это ответственность за свою жизнь, свои цели, свое состояние. Ищите тех, кто заряжает. Есть люди, после общения с которыми хочется жить. Хочется действовать, возвращается сила, возвращается вкус к жизни. Это не обязательно мегауспешные, богатые или просветленные. Это просто те, кто живет честно, стремится, думает, верит, не сливает, а делится, не тянет, а вдохновляет. Это ваши люди. Они существуют. Но чтобы их встретить, нужно сначала очистить свое пространство, освободить его от тех, кто больше не резонирует, не бояться остаться одному, потому что одиночество лучше, чем окружение, которое убивает вас по капле. Вы – то, что вас окружает. Невозможно жить среди болота и пахнуть как цветок. Все, что вас окружает, проникает внутрь. И если рядом грязь, вы испачкаетесь. Если рядом свет, вы засветитесь. Не предавайте себя ради не обидеть других. Не бойтесь отдалиться от своих, если душа подсказывает, что вы больше не на одной волне. Вы не обязаны тянуть всех. Вы обязаны двигаться туда, где вы оживаете. Потому что когда вы живете своей жизнью, с вами хотят идти те, кто тоже хочет жить. А какое у вас окружение? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать все. Ставьте нравится, лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.